Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня у нас еще одна нарезка из прямого эфира. В этом эфире мы обозревали мои покупки из Алиэкспресс. То есть я заказала вот такой вот набор ракушечника. Ракушечник на самом деле потрясающий. Это сейчас один из моих любимых аквариумных материалов. Я его запихиваю всем везде и куда только можно. Это потрясающий материал, мне безумно понравился. Ссылочку на него оставлю вам в описании. В аквариумных технологиях при моделированном наращивании, конечно же, безумно легко с ним работать. Он запечатывается буквально-таки, в довольно небольшой слой геля. Но на гель-лаке, если вы будете им работать, то, внимание, вы сначала прокладываете тоненько втирающим слоем базу, потом наносите тоненько цвет основы и потом уже ракушечник запечатываете вашим любимым выравниванием. Разломать вот эти вот кусочки можно совершенно любого размера. То есть они изначально в баночке идут довольно-таки крупненькие, но он настолько легко ломается, что поломать из него можно буквально-таки труху. Кстати, довольно-таки интересно, что из него получится, если перемолоть его действительно в труху. Надо будет попробовать. Ну и, собственно говоря, логика выкладывания. Я нанесла густой материал из тех, которые у меня были. То есть в вашем случае, если вы работаете на гель-лаке, это густая база для гель-лака тоненьким слоем. В нее уложила ракушечник нужного мне размера. Чем мельче частички, тем удобнее их раскладывать и меньше они будут торчать. Ну и, соответственно, запечатала, опять же, при помощи довольно-таки густого материала, для того, чтобы он меньше растекался в толщину. Вот, собственно говоря, готовая толщина нашего дизайна. Смотрите, девчонки, если вы произвели все правильно, то лепех на ногтях у вас не получится. Толщина распределится равномерно. Обратите внимание, ракушечник я выкладывала посерединке в самое толстое место на ноготочки. Старалась не затрагивать боковые стороны и торец, для того, чтобы не делать толщину там, где мне не нужно. Ну а теперь украшаем всю нашу конструкцию. В данном случае я решила украсить это все вот такими вот вензельными элементами. Получилось довольно-таки быстро, довольно-таки просто и очень интересно. Получился такой себе кружевной орнамент по краю и внутри вот такая блестящая горящая серединка.
Ну и потом на ракушечник мы в прямом эфире решили сделать имитацию натурального камня. Решили сделать в технике китайской росписи какие-то небольшие затенения, прорисовать прожилки для того, чтобы сделать такой себе дымный камушек, который изнутри блестит нашим ракушечником. Но на самом деле, если вам кажется, что вот этот вот камушек в серединке лишний, можно было остановиться еще 2 камушка назад. Если вы хотите еще дополнительно заморочиться, то вот эту вот рамочку из вензелюшек можно перекрыть матовым топом. Можно перекрыть, можно не перекрывать, зависит от вашего желания и вашего настроения. Собственно говоря, на этом наш дизайн готов. Надеюсь, вам сегодня с нами понравилось. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующих уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока.